30 июня 1908 года, рано утром, над сибирской тайгой что-то рвануло. Так что лес лег на площади больше 2000 квадратных километров, это на минуточку целый Люксембург. Сейсмографы по всей Евразии вздрогнули. В Англии приборы поймали скачок давления, который потом дважды обошел планету. И все это за 37 лет до первой атомной бомбы. А по мощности раз в 1000 сильнее Хиросимы. И сразу вопрос, на котором спотыкаются вообще все. Если это прилетело из космоса, где, собственно, дырка в земле? Лес повален, 80 миллионов деревьев сломаны как спички, центр виден на аэрофотках спустя десятилетия. А ямы нет, воронки нет, и обломка, который можно выкопать и положить в музей, тоже нет. Вот из-за этой пустоты потом и поехала вся мистика. Давай сразу договоримся об одном. Это не байка и не газетная утка столетней давности. Над тайгой реально грохнуло, и это самый мощный космический удар по Земле за всю историю, которую мы записывали. Спорим не про то, было оно или нет. Спорим про другое. Что именно влетело в атмосферу над подкаменной Тунгусской, откуда взялась вся эта гора легенд, и какая версия в итоге держится крепче всех. И ответ, кстати, есть. Просто он не такой киношный, как многим хочется. Сначала про то, что мы знаем точно. Дата. 30 июня 1908, около 7 утра по местному. Место. Район подкаменной Тунгуски, Центральная Сибирь. Дыра дырой по тем временам. Люди на 1000 километров вокруг видели в небе огненный шар, летящий с востока-юго-востока, яркий как солнце. Кто-то говорил огненный сноп, кому-то показалось, что летит какой-то цилиндр, а потом все это вспыхнуло и грохнуло. А еще многие запомнили, что после пролета в небе еще долго, чуть ли не часами, висела светящаяся полоса, раскаленный след объекта, который не сразу растаял. Самый известный рассказ оставил мужик по фамилии Семенов, он жил на фактории Вановара, от эпицентра 70 километров, то есть он был реально далеко. И вот он рассказывал, как небо на севере будто раскололось пополам и полыхнуло огнем. Потом дохнуло таким жаром, что рубаха чуть не загорелась, а следом пришла волна и снесла его с крыльца. 70 километров до взрыва, и человека сдувает с крыльца. Вот это масштаб. Местные эвенки помнили вещи пострашнее. Один оленевод, Лючиткан, потерял почти 30 нагруженных оленей. Их просто сожгло на месте. Сам спасся в болоте. В Вановаре, куда он прибежал, у людей в избах повылетали все стекла и потрескались печи. А одного старика, что сидел во дворе на лавке, ветром подняло и шваркнуло об землю. Он 3 часа лежал без сознания. Эти люди в жизни не видели даже фотоаппарата. Сочинять им было незачем. Были и совсем странные свидетельства. Кое-кто потом вспоминал про дождь, от которого жгло кожу, похоже на слабую кислоту. Это, кстати, тоже укладывается в физику. Чудовищный нагрев воздуха в момент взрыва мог наделать оксидов азота, а те с дождем дают как раз что-то кислотное. Тогда никто такого объяснить не мог, и подобные рассказы только подливали масло в будущие легенды. Что интересно, очевидцы нашлись еще до того, как кто-то добрался до самого эпицентра. Первые внятные показания собрали по дороге, еще в Иркутской губернии, и за сотни километров от центра люди описывали одно и то же. Яркий летящий объект, длинный пылающий хвост, а потом раскаты, будто канонада. Правда, в деталях расходились. Кто-то слышал гул как от ветра, а кто-то клялся, что объект летел вообще беззвучно, и грохот дошел позже. И вот этот разнобой как раз и подсказывает, что люди видели что-то настоящее, а не пересказывали одну общую сказку. Теперь то, что можно померить линейкой. Лес лег на площади примерно 2150 квадратных километров. Деревья повалились радиально, вершинами от центра, и весь этот рисунок похож на бабочку с 2 крыльями. А прямо в эпицентре часть стволов осталась стоять, голые, без веток, обугленные, как телеграфные столбы. В поселках за десятки километров вылетали стекла, и людей валило с ног. И при этом ни намека на нормальный ударный кратер. Чтобы понять, насколько это было громко, глянь, куда оно докатилось. Воздушную волну поймали барографы аж в Британии. Звуковой сигнал, по более поздним прикидкам, несколько раз обошел земной шар. Толчок отметили станции от Берлина и Лондона до Вашингтона. Рвануло в глухом углу Сибири, а подпись осталась на приборах половины планеты. Хотя на самом месте записать толком ничего тогда не могли. С энергией так. Современные модели сходятся примерно на 10-15 мегатоннах в тротиле. В разных работах разброс шире, от пары мегатонн до полусотни, смотря как считать. Но порядок один и тот же – десятки мегатонн. А рвануло не на земле, высоко, где-то на 5-10 километрах над тайгой. И вот что вообще странно.
Лет 20 про эту историю почти молчали. В 1908-м газеты тиснули пару заметок и забыли. Глушь, городских жертв нет, а тут как раз навалились дела покрупнее. Мировая война, две революции, гражданская. Самый сильный космический удар в истории просто выпал из новостей на 20 лет. Когда ученые наконец опомнились, искать свидетелей и мерить следы пришлось уже по остывшему. Теперь почему вообще вся эта каша заварилась? Мозг ждет от удара из космоса понятной картинки. Прилетел камень, врезался, выбил воронку, на дне лежит кусок. Так нарисовано в учебнике. Так выглядит знаменитый Аризонский кратер. Здоровенная чаша больше километра шириной, которую за 50 тысяч лет даже не затянула. А Тунгуска не дала ничего из этого. Лес есть, воронки нет. И вот тут у людей сломался шаблон. И еще момент. В начале 20 века сама мысль, что какой-то камень из космоса способен рвануть как целый арсенал, звучала бредово. Метеориты-то уже знали, но представляли их как небольшие куски железа, которые падают и тихо лежат в поле. А чтобы небесное тело взорвалось прямо в воздухе и за секунду уложило лес на 1000 километров, это просто не лезло в голову по масштабу. Поэтому сперва кинулись искать что попроще. Вулкан, болотный газ, упавшую глыбу. Все это отпало быстро. Ни вулкана, ни глыбы там не нашлось, газа тоже. Первая нормальная экспедиция дошла до места только в 27 году, почти через 20 лет. Сначала мешала революция с гражданской, потом дикая глушь. Когда минералог Леонид Кулик наконец добрался до эпицентра, он искал ровно то, чего ждал – кратер и кусок метеорита. Был уверен, что найдет огромную воронку с железякой на дне. И Кулик уперся не на шутку. Копал 10 лет, до самой войны. Люди осушали болото, кирками долбили траншеи в вечной мерзлоте, лишь бы добраться до металла. В одной воронке, которую он принял за 100% кратер, на дне нашелся старый пень. То есть никакого метеорита, обычный пень. Это прямо кричало, что воронка тут вообще ни при чем. Но Кулик до конца жизни верил, что главный осколок где-то рядом. Так и не нашел, потому что искать было нечего. Вот на этом обломе ожиданий мифология и расцвела. И Кулика, в общем, можно понять. Найди он железную глыбу, это был бы первый в мире доказанный гигантский метеорит, мировая сенсация. Ради такого и стоило 10 лет долбить мерзлоту. Просто природа подкинула ему задачу не из той книжки. Кстати, путаница есть даже с датой. По старому стилю это 17 июня, по-новому 30. Так что в старых русских источниках нет-нет, да и мелькнет 17-е, и это не ошибка, а просто другой календарь. Логика-то у мифа простейшая. Раз нет ни кратера, ни камня, значит обычное объяснение не годится. А раз не годится обычное, подставляй любое необычное. Так в историю Тунгуски набежали пришельцы, разбившийся звездолет, тайные опыты Теслы с передачей энергии по воздуху, взрыв антивещества, мини-черная дыра, якобы прошившая Землю насквозь. Кстати, забавно, откуда взялась самая прилипчивая идея – про инопланетян. В 1946-м писатель-фантаст Александр Казанцев заметил, что рассказы тунгусских очевидцев похожи на описание Хиросимы, и предположил – над тайгой рванул не природный объект, а корабль пришельцев. Ученые эту версию отшили сразу же, а вот в массовой культуре она прижилась намертво. Фантасты за нее схватились и пошло гулять по книжкам и фильмам. Кстати, на этой волне Тунгуска уехала далеко за пределы науки. Ее приплели и к секретным материалам, и к десяткам книжек, игр и роликов на Ютубе. Везде, где нужна загадочная русская тайна с привкусом инопланетян. И тут засада. Чем громче и таинственнее подается история, тем меньше в ней остается от того, что реально произошло. Так что давай мы пойдем наоборот. От шумихи к фактам. Ладно, давай к физике. Она тут, честно говоря, на удивление простая. Все крутится вокруг одной штуки – воздушного взрыва. По-умному – разрушение крупного болида прямо в атмосфере. Вот это и есть ключ ко всему. Летит, значит, камень из космоса с дикой скоростью. Для Тунгуски прикидывают что-то в районе 15-27 км в секунду. Это в десятки раз быстрее винтовочной пули. На такой скорости воздух перед ним просто не успевает расступаться. Он сжимается, твердеет, превращается в раскаленную подушку, и давление в ней растет лавиной. И в какой-то момент это давление становится больше, чем камень вообще способен выдержать. А дальше происходит то, что объясняет все разом. Каменный астероид – это же не сплошная стальная болванка. Это спрессованная порода, вся в трещинах и пустотах. Когда нагрузка переваливает за предел прочности, он не тормозит плавно, он лопается. Куски разлетаются, тормозят еще резче, площадь сопротивления мгновенно подскакивает, и вся бешеная энергия выходит за доли секунды.
Прямо в воздухе, на высоте в несколько километров. Не удар о землю, взрыв в небе. Тут есть тонкость, которую часто упускают. Это не бомба, что неподвижно висит в воздухе. У падающего камня гигантский запас движения вниз. Когда он разваливается, вся его масса превращается в раскаленную струю газа, и эта струя по инерции продолжает нестись к земле со сверхзвуком. Так показали расчеты команды Марка Бослоу из сандийских лабораторий. То есть по тайге вдарила не только разлетающаяся во все стороны волна, но и направленный вниз поток огня. Из этого, между прочим, вышел неожиданный вывод. Чтобы натворить такое, камень не обязан был быть огромным. Направленная вниз струя работает злее, чем простой шар взрыва, так что часть старых оценок массы оказалась завышенной. А теперь приложим это к тому, что лежит на Земле. Кратера нет, потому что камень до Земли не долетел, разнесло его наверху. Волна чудовищная, потому что десятки мегатонн высвободились в воздухе и хлынули вниз и в стороны. А вот самое красивое. Прямо под взрывом деревья остались стоять голыми. Туда волна и струя пришли отвесно, сверху. Ветки оборвало, а валить стволы было некуда, толкать-то их в бок нечем. А чуть в сторонке, где фронт шел уже под углом, лес и лег ровными лучами. Вот тебе и бабочка. И это не на бумаге придумали, это проверили вживую. В 60-е наши собрали модель тайги из спичек на проволочках и подрывали над ней маленькие заряды, которые скользили вниз по натянутым нитям. Получившийся рисунок поваленных деревьев вышел один в один, как настоящий. Заодно по этим опытам прикинули угол подлета, около 30 градусов к горизонту по пологой. Похожий тест с настоящим лесом гоняли в Австралии, рванули 500 тонн взрывчатки, и картина опять совпала. Так что запомни простую вещь. Отсутствие воронки – это не довод против камня из космоса. Наоборот, это его прямая подпись. Ровно так и должен выглядеть след от тела, которое до Земли не дотянуло и рвануло в воздухе. То, что 100 лет преподносили как загадку, на деле оказалось уликой за нужную версию. Кстати, про улики. Важно не только то, что нашли, но и то, чего не нашли. Нет крупного метеоритного тела. Нет россыпи осколков, как обычно бывает после железного метеорита. Нет воронки. За 100 с лишним лет район облазили вдоль и поперек. Итог тот же. И вот это молчание грунта само по себе говорит за воздушный взрыв и против обычного падения твердой глыбы. Раз есть физика, с версиями можно разобраться быстро. Тесла со своей беспроводной энергией тут вообще мимо. Его установки не делали и не могли сделать взрыв в десятки мегатонн где-то за 1000 километров. Звездолет, антивещество, черная дыра – это не гипотезы, это сюжеты для фантастики. Ни проверяемого следа от них, ни предсказаний того, что реально лежит на Земле, и главное, они просто не нужны, когда обычная физика уже все закрыла. Держатся эти версии не на фактах, а на той самой дырке в голове, которую мы только что заткнули. Остаются две по-настоящему серьезные линии – комета и астероид. И вот тут спор был честный, тут стоит притормозить. Это единственная развилка, ради которой вообще есть смысл копаться. Кометную версию еще в 30-м году выкатил британский астроном Фрэнсис Уиппл, и держалась она десятилетиями. Логика понятная. Комета – это в основном лед с примесью пыли и камешков. Рыхлая летучая штука. Если в воздухе рванул такой ледяной ком, он испарится почти без остатка. И тогда ясно, почему на Земле нет крупных обломков. Комета удобно затыкала главную дыру в этой истории. А еще у кометы был козырь покрасивее. После взрыва несколько ночей подряд небо над Северной Европой светилось так, что в полночь можно было читать газету без лампы, а кое-где даже фотографировать. Похоже на серебристые облака, это мельчайший лед в верхних слоях атмосферы. Для кометы, которая притащила кучу воды и пыли, такое свечение объясняется на раз. Вещество хвоста размазалось по высокой атмосфере и подсветило небо. И самое интересное, светилось-то за 1000 километров от Сибири, над Европой, где никто никакого болида не видел. Связать одно с другим, зарево над Лондоном и взрыв в тайге, додумались далеко не сразу. Но у кометы есть жирный минус. Когда физику стали считать всерьез, скорость, высоту разрушения, форму повала, энергию волны – все это лучше сходилось с плотным каменным телом, а не с рыхлой ледышкой. А потом подоспела и вещественная улика. В пробах грунта и в смоле деревьев нашли микроскопические частицы, и по составу они тянут скорее на каменный метеорит, чем на кометное вещество. В работах по астероидной версии так прямо и писали. У кометы вылезают физические нестыковки, которых у камня нет. Объясню разницу по-простому. Ледышка рыхлая и хлипкая, она начинает крошиться рано и высоко, размазывая всю энергию по длинному отрезку пути.
Каменный астероид плотнее и крепче. Он пробивается глубже и разваливается резко, одним мощным хлопком на малой высоте. А вот такой резкий хлопок на высоте в пару километров – это ровно то, что нужно, чтобы уложить лес таким четким радиальным узором. Если бы тормозило размазано, картина вышла бы куда более вялой и расплывчатой. И вот вывод по этой развилке, без юления. Сегодня большинство ставит на каменный астероид, а не на ледяное ядро. Тело где-то 50-60 метров в поперечнике, по массе и плотности оно отлично садится под все измеренные следы. Это не значит, что комету закрыли намертво и вопрос решен навсегда. Это значит, что если собирать самую крепкую картину, без мистики и без натяжек, астероид объясняет больше, а допущений требует меньше. В науке это и есть признак сильной версии. Ну а теперь с этим камнем и физикой в руках давай прокрутим то утро целиком. Летит камень размером с многоэтажку, метров 50-60. Входит в атмосферу полого, градусов под 30 к горизонту, на скорости порядка 15 км в секунду. Мгновенно раскаляется и превращается в слепящий болид. Люди за сотни километров видят в небе вторую вспышку, ярче солнца, и она средь бела дня отбрасывает резкие тени. Чем глубже он лезет в плотный воздух, тем быстрее растет нагрузка. На высоте 5-10 километров камень уже не держит, разваливается и почти мгновенно отдает всю энергию. В небе вспухает огненный шар, а вниз летит струя раскаленного газа. У эпицентра она бьет отвесно, обрывает ветки, оставляет голые стволы торчком. Подальше волна кладет лес ровными лучами, вершинами наружу. Вот так и рисуется та самая бабочка, которую через 19 лет увидит Кулик. А еще дальше – выбитые окна, сбитые с ног люди, горячий ветер. И грохот на сотни километров. И тут самый неуютный поворот во всей истории. Все это случилось без удара о землю. Камень даже не коснулся поверхности, а лес снесло размером с небольшую страну. Разрушение принес не удар о грунт, а волна давления от взрыва в пустом небе. И жуть Тунгуски не в том, что она якобы необъяснима. Жуть в том, что она объяснима слишком хорошо. Потому что отсюда тянется прямая ниточка к нам сегодняшним. Тунгуска – это не музейная диковина и не страница из учебника истории. Это рабочая модель вполне реальной угрозы. НАСА так ее и использует, как наглядный пример, на что способен воздушный взрыв, и как аргумент за то, чтобы следить за всем, что летает рядом с Землей. И за этими словами уже стоит не только наблюдение. В 2022 году аппарат НАСА с названием DART специально протаранил небольшой астероид и сдвинул его орбиту. Первая в истории проверка, можно ли вообще отклонить опасное тело. Тунгуска как раз и объясняет, зачем это нужно. И не зря в 2016 году ООН своей резолюцией сделала 30 июня, дату Тунгуски, Международным днем астероида. У истоков этой идеи, между прочим, стоял в том числе Брайан Мэй, гитарист Queen, который вообще-то по образованию астрофизик. Смысл этой даты не в том, чтобы повспоминать прошлое, а в том, чтобы держать в уме будущее. Тело в несколько десятков метров по космическим меркам – мелочь, пылинка, а способна стереть площадь размером с большой город. И бить в землю для этого не обязательно, хватает взрыва в воздухе. Теперь мысленно перенеси ту же высоту, ту же энергию и тот же пологий заход с пустой сибирской тайги на какой-нибудь мегаполис. Вся разница между природным курьезом и катастрофой века – это пара часов вращения Земли. Тунгуска рванула над тайгой просто потому, что под ней в тот момент оказалась тайга, а не город. И давай по-честному, повезло тут чисто географически. Сдвинь эту же траекторию на несколько часов раньше или позже, и под взрывом мог оказаться какой-нибудь крупный город тогдашней Европы. От места падения зависело буквально все, а место решила обычная механика вращения планеты. И вот тут вылезает неприятная арифметика. Камней размером с Челябинский, это десяток другой метров, вокруг Земли крутятся миллионы, а в каталоге астрономов попала жалкая горстка. Тела тунгусского калибра под 500 метров тоже отслежены далеко не все. Большинство таких булыжников мы попросту не видим заранее. Челябинский, например, прилетел со стороны Солнца в его слепящем свете, и его не поймал ни один телескоп. Узнали о нем уже, когда он вспыхнул над городом. Любопытно и то, как менялись оценки самого размера тела. Поначалу его представляли здоровенным, в сотни метров, чуть ли не маленькой горой. Потом, когда поняли роль той самой направленной вниз струи газа, цифры поползли вниз. Оказалось, чтобы наделать столько дел, хватило бы куда более скромного булыжника. Это, в общем, и пугает сильнее всего. Планку катастрофы можно перешагнуть телом, которое по космическим меркам из-за объекта всерьез не считают. И это не страшилка, а наблюдаемый факт.
15 февраля 2013 над Челябинском в воздухе развалился камень метров 20 в поперечнике. Это в 3-4 раза мельче Тунгусского. Энергия порядка 440-500 килотонн, в десятки раз больше Хиросимы. Рвануло высоко, и львиную долю энергии съела атмосфера, но волна все равно дошла до Земли. Повредило больше 7 тысяч зданий в 6 городах, пострадало около 1500 человек. И вот деталь, от которой реально не по себе. Почти всех в Челябинске порезало стеклом. Люди увидели слепящую вспышку, подошли к окнам глянуть, что это такое, а через пару минут долетела волна и осыпала их осколками. Никто их не предупредил, телескоп объект прошляпил. Это та же физика, тот же воздушный взрыв, только на порядок слабее Тунгусского. И еще одно отрезвляющее совпадение. На том расстоянии, где Челябинск всего лишь бил стекла, Тунгуска валила вековые деревья. А вообще и Челябинск, и Тунгуска не сбои в системе, а просто крайние точки одного и того же процесса, который идет постоянно. Каждый день в атмосферу влетают тонны мелких камней, и почти все сгорают без вреда. Это и есть падающие звезды. Чем камень крупнее, тем реже прилетает, но тем больнее бьет. 10-метровые рвутся в небе раз в несколько десятилетий, обычно высоко и над океаном, мы их и не замечаем. А тунгусского калибра, под 150 метров, заглядывают в среднем раз в несколько веков. Так что Тунгуска не аномалия, выпавшая из законов природы. Это редкий, но абсолютно нормальный гость, которому в тот раз не повезло встретить под собой лес. Вот, собственно, и вся история. И финал у нее, как ни странно, спокойный. Тунгуску незачем превращать в мистику, чтобы она пугала, даже наоборот. Она становится только серьезнее, когда перестает быть загадкой века и оказывается простой и понятной вещью. Небольшой камень из космоса может устроить на Земле катастрофу. Без воронки, без падения в привычном смысле и вообще без предупреждения. И последнее, чтоб по-честному. Никто не говорит, что тут все разложено по полочкам до последней запятой. Общая картина собрана крепко. Над тайгой рванул каменный астероид, и физика взрыва объясняет все, что мы видим на Земле. Но точные параметры – масса, состав, угол, скорость – до сих пор уточняют по крупицам. И это нормально, так наука и работает. Одно дело понять главное, другое – знать все до конца. Тунгуска давно не тайна. Она скорее предупреждение, которое мы наконец научились читать. И в отличие от людей 1908 года, у нас впервые есть шанс заметить такой камень заранее и, может быть, успеть что-то с ним сделать. По крайней мере, теперь мы хотя бы знаем, что именно высматривать в небе и почему это вообще важно.